Я хотела сделать кино красивое, со съемками о том, как мы путешествовали через Россию, через Азию на машине, какие нужны для этого документы, сколько нужно такое путешествие готовить и на что вообще нужно обратить внимание, и почему так вышло, что мы поехали на машине с канадскими номерами. Мне самой интересно все это собрать в одну кучу, но, похоже, не получится, потому что путешествие затянулось, ковид спутал планы, поэтому я, пожалуй, буду рассказывать про то, что происходит сейчас, а потом когда-нибудь все это соберу в последовательный рассказ. Отправляясь в любую страну, конечно же, первым делом нужно выяснить правила этой страны. Обычно это страховка, которую вы должны приобрести, и это сроки, на которые вы можете находиться внутри этой страны со своим автомобилем. Неважно, нужно ли вам виза или у вас безвизовый въезд в эту страну, на автомобиль нужны отдельные документы, потому что это товар, подлежащий таможенному декларированию. Россия, Беларусь, Армения, Киргизия, Казахстан объединились в один таможенный союз. Соответственно, правила и таможенные пошлины едины на территории этих стран. Есть два способа, с помощью которых вы можете оказаться внутри таможенного союза на своем автомобиле, купленном вне таможенного союза. Первый способ – это растаможить автомобиль, то есть заплатить таможенную пошлину, получить номера, получить ПТС, ездить бессрочно внутри страны, номера, которые на автомобиле находятся, платить налоги и иметь возможность впоследствии продать этот автомобиль внутри страны. Чтобы узнать таможенную пошлину на автомобиль, нужно открыть в Гугле, набрать Custom Calculator, и там есть практически все марки автомобилей, и рассчитать таможенную стоимость. В принципе, все очень просто. Для новых автомобилей с небольшим объемом двигателя таможенная пошлина будет небольшой относительно. Для старых автомобилей с большим объемом двигателя таможенная пошлина будет огромной. Второй способ – оформить временный ввоз. Временный ввоз имеет право оформить две категории граждан. Первая категория граждан – это иностранные граждане, то есть те, кто не является резидентом стран, членов таможенного союза. Грубо говоря, если вы просто канадский гражданин и для въезда в Россию вам нужна виза, вы можете въехать на территорию России на своем автомобиле. На том пограничном пункте, где вы будете осуществлять въезд, вам оформят самую важную бумажку. Она называется временный ввоз. Максимально он дается на год. Временный ввоз оформляется как на машину, так и на человека, который находится за рулем в момент пересечения границы. Если вы просрочите временный ввоз и не вывезете машину через год, то штраф за это нарушение рассчитывается в размере таможенной пошлины на автомобиль. То есть вы можете оставить машину внутри таможенного союза и улететь на самолете. Но в следующий раз, когда вы будете въезжать в таможенный союз, у таможенника в компьютере высветится, видимо, какой-то сигнал рядом с вашим именем. С вас будут требовать выплаты таможенной пошлины. Встречала иностранцев, которые попутешествовали по России, странам Средней Азии, по Узбекистану, Киргизии, Казахстану, накатались там и продали каким-то местным свою машину и улетели, и собирались улетать. На мой вопрос, как же так, ведь это нарушение правил временного ввоза, они сказали, что они все здесь посмотрели и больше никогда не планируют приехать обратно. Вторая категория граждан, имеющие право осуществлять временный ввоз, это граждане стран таможенного союза, постоянно проживающие за границей. Человеческим языком это граждане России, Беларуси, Армении, Киргизии и Казахстана, постоянно проживающие за границей. Эти граждане могут
путешествовать по территории вот этих стран, 5 стран, на автомобиле с иностранными номерами и не платить таможенные пошлины. Например, гражданин России, который проживает официально, не знаю, в любой другой стране, в Германии, во Франции или в Канаде. Чем доказать, что человек официально проживает на территории другой страны? Он должен стоять на консульском учете. Что нужно, чтобы встать на консульский учет? Нужно выписаться из своей квартиры. Соответственно, если, например, у вас двойное гражданство, как в моем случае, я гражданин Канады и я гражданин России, если я пытаюсь въехать на автомобиле с канадскими номерами по канадскому паспорту, меня, конечно, тоже спросят, а где виза в Россию? А я в таком случае показываю свой русский паспорт. И если у меня в русском паспорте стоит прописка, это доказывает, что я с точки зрения закона продолжаю жить в России и как-то вот имею еще гражданство другой страны, и я не имею права на временный ввоз автомобиля. Это важно понимать. То есть нужно выписаться из своей жилплощади на территории Таможенного союза, встать на консульский учет. Раньше в загранпаспорт ставили печать. У меня такая печать стоит в загранпаспорте, поставлен на консульский учет. И я ее показывала на таможне. Потом эту печать перестали ставить и стали выдавать бумагу о том, что человек стоит на консульском учете. Сейчас вроде как непонятно, или из-за ковидных ограничений, или просто они собираются менять правила. Но сейчас ни печать не ставят, ни бумагу не выдают. Видимо, будут какие-то нововведения, но пока это вот серая зона. Но если у вас есть прописка, на вас абсолютно точно не оформят временный ввоз. Если у вас все правильно сделано, вы можете въехать в Россию, ну или на территорию Таможенного союза и кататься год на машине с иностранными номерами. По истечении года, лучше не в последний день, а все-таки как-то заранее, нужно поехать в любую страну, выехать и въехать обратно, и получить временный ввоз еще на год. Соответственно, например, для жителей Петербурга особых проблем в этом нет. Граница с Финляндией 2 часа езды, и вот я несколько лет держала здесь автомобиль с канадскими номерами, просто приезжала раз в год летом, ехала в Финляндию, выезжала в Финляндию. Чтобы выехать в Финляндию, то есть на территорию страны ЕС, мне нужно было купить страховку. Я покупала минимальную страховку, выезжала в Финляндию, там выпивала кофе, гуляла по Лаперанте или ездила в Хельсинки и возвращалась обратно. Мне опять давали на весь следующий год временный ввоз, и таким образом я продолжала пользоваться автомобилем, не платя таможенную пошлину. Конечно же, для тех, кто живет внутри страны, не знаю, в городе Омске или Саратове, такая схема не подойдет. Там нет рядом границы, которую можно так легко переезжать. Вот в Киргизии мы сейчас находимся и собираемся съездить в Узбекистан. Въехать в Узбекистан и выехать. У нас просрочен сейчас временный ввоз, но это произошло из-за того, что границы были закрыты из-за пандемии. Я надеюсь, что нам простят и не оштрафуют нас. Мы переписывались долго с таможней Киргизии. Очень важно понимать, что если у вас машина на временном ввозе внутри территории Таможенного союза, вы не можете ее продать никому, потому что, повторюсь, временный ввоз привязан как к автомобилю, так и к вашему имени, вашему номеру паспорта. И если вы кому-то продадите, все равно вы останетесь должными Таможенному союзу таможенную стоимость этого автомобиля. В принципе, если вы разочаровались и не хотите больше не ездить на этом автомобиле, считаете, что дорого его отправлять обратно в страну исхода, есть единственный способ – это уничтожить автомобиль. Вы обращаетесь в таможенные органы той страны, где она сейчас находится, заявляете, что вы хотите утилизировать автомобиль, есть какая-то процедура, грубо говоря, собираются ответственные лица, и при них машину раскатывают бульдозером, и вам выдается справка, что она утилизирована, и таким образом вы больше ничего не должны
зачем нам весь этот геморрой? Потому что мы хотели путешествовать по горам. Мы хотели купить именно 80-ку, Toyota Land Cruiser 80, потому что она самая неубиваемая, самая простая, потому что ее можно починить в любом кишлаке. Они выпускались до определенного года, то есть это старая машина с точки зрения таможенных. Машина приплыла в Котку, я туда приехала, села на нее и, собственно, въехала в Россию через таможенный пост Брусничный. Пересекли Казахстан по восточной его части, пересекли Узбекистан, Таджикистан, въехали в Киргизстан и оттуда сложно, но возможно попали в Китай. Проехали Синьцзянь и из Китая мы въехали в Пакистан. Проехали по северу Пакистана и въехали, собственно, в Индию. И в городе Дели оставили свою машину на год у друзей. Вот этот весь кусок мы сделали за месяц, там с хвостиком. И про все необходимые для этого бумаги, как пересекать эти границы, все это ужасно интересно, и что там можно по дороге посмотреть. И, наверное, я как-нибудь соберусь и все это отдельными кусками соберу. У меня есть очень, конечно, красивые фотографии, особенно из Таджикистана. Я никогда там раньше не была, и просто это невероятная красота. Но пока речь не об этом. Потом мы через год прилетели следующим летом в Дели, сели на машину, проехали по северу Индии, въехали в Непал, провели там некоторое время, акклиматизировались, покатались по Непалу и опять въехали в Китай, на сей раз уже по-серьезному, и поехали на запад через Западный Тибет. И там тоже, конечно, крышеснос и невероятная красота, и все это надо собрать, я все это обязательно сделаю. Но, собственно, из Китая мы въехали обратно в Киргизстан, и у друзей в волшебном городе Караколь оставили автомобиль с временным ввозом на год, с тем, чтобы прилететь на следующее лето и спокойно продолжить путешествие. Однако на следующее лето уже все было напрочь закрыто, все сидели на карантине, и, в общем, вы все сами знаете.